Так, салам алейкум, Лиляпа. Алейкум ассалям. Что сегодня будем готовить? Как-то продуктов мало. Это что такое? Что это за продукт? Скажи, Это пожалуйста. называется ат картасы. Картасы? Карта. Это так можно покушать, порезать? Нет. Его Я надо. понял. Колбасу будем делать, что ли? Это какая Нет, часть Не кишечника вообще? колбаса. Это какая часть кишечника? Это уже какая-то очень толстая, мощная кишка. Посмотрите, прям Да. Когда посмотрите. Вот я беру. Когда его переработаешь, отваришь, пожаришь с лучком, она такой деликатес получается. Очень вкусный. Как его отвариваете? Это вот, а это что у вас такое здесь Вот стоит? это вот отварное. Я уже отварила его. Вот она. Что добавляли, когда отваривали? Перец душистый, лавровый лист, лимончик. Даже лимончик? Да. Ну тогда в таком случае вы мне прямо скажите, сколько масла наливать на сковородку? Давайте, я вам скажу. Все. Хватит, что ли? Да-да. Хорошо. А лук вы разделили по колечкам, да? Да. Давайте, который уже разделенный есть, я уже опущу, пускай начинает жариться. Сильнее вруби там. Красиво должно выглядеть. Ну хорошо. Сначала пожарим лук, Да. и, во-вторых, поговорим. Это то, что вы готовите сейчас, для меня это как? Это вот народное блюдо или ваше изобретение? Это народное блюдо. В деревнях раньше держали коров, детей. Так это от Очень коровы или много от было. кого? Это от лошади. Ага. Это Значит, лошадиное. Ну, последний там метр-два кишечника коня. Да. Причем это конина, конечно, берется, это ну вот не какая попала, а именно Вот такая часть. та, которая откормлена на мясо. И, соответственно, этот конь не работал, никакого запаха такого он не имеет. Наоборот, это мясо удивительно вкусное. Если вам повезет, приедете, не знаю, вот сюда в Татарстан, либо в другие какие-то республики соседние, где едят конину. Очень многие народы едят конину. Обязательно попробуйте. Вот все, что связано с кониной, это просто на удивление вкусно. Ну а пока ничего сложного, надо взять, да и вкусно пожарить лук. А дальше я все уже понимаю, это же она отварная. Ее, в принципе, так уже можно порезать и кушать. Вот потроха, желудок, например, тоже отваривают, нарезают, потом быстро-быстро обжаривают, добавляют какие-нибудь специи там и так далее. Я рассказываю вам про уйгурское блюдо. Уйгуры тоже братский нам народ, да? Здесь, понимаю, все очень простенько. Значит, жареный лук, вкусно отваренная карта. По секрету вам скажу, пока она варилась там, ну, мы сейчас перед вами здесь сцену разыгрываем, да? Но пока эта карта варилась в кухне, пахло неимоверно вкусно, как будто, я не знаю что, какой-то божественный нектар варили. Вот удивительно. Разумеется, кишки тщательно вымываются, тщательно вычищаются, выскабливаются, выворачиваются наизнанку, выскабливаются тупой стороной ножа, чтобы там никакой слизи, ничего не осталось. Ну и в конце концов, колбасу все кушают, да? Еще предпочитают же, чтобы... А что вы оттуда убираете? Жир? Жир. А что он кому мешает? Но он очень жирный будет. Какой жир красивый. Да. Вот это да. Сам кишечник это, по сути дела, чистый коллаген. Да. Вот тот же самый коллаген, который в жилах. Вот мы ножки говяжьи варим, да, на холодец, и это же вкусно пахнет. Вот то же самое и здесь. Это точно такой же коллаген. По сути дела, вот этот бульон, если оставить, он может даже застыть, как холодец. Есть такое очень популярное блюдо, азербайджанское блюдо джизбес. Ну, его вообще-то на самом деле все готовят. Это все внутренности барашка. Барашка зарезали и там нарезали все внутренности. Я часто готовлю, и когда показываю в ютубе рецепт джизбес, ну, такие приходят настоящие азербайджанцы, да, там никакие попало, а настоящие. И они говорят, а где кишечник? Кишки почему не добавил?
То есть хороший джизбыс еще тоже обязательно добавляют не только печень, там, почки, сердечко, немножко мяса, курдюк, но еще и кишки. И вот говорят, с кишками могут быть очень вкусно. Я, честно сказать, джизбыс с кишками не пробовал, потому что у меня кишки обычно уходят на какие-нибудь колбасы, сосиски. Вот эту карту, если кто-то смотрит наш канал постоянно, особенно вот этот плейлист «Татарская кухня», то, может быть, видели, значит, серию, где парень, улица, 3 казана перед ним, и он готовит в 3 казанах 3 татарские блюда. И одно из этих блюд он готовил как раз вот с этой картой. Он уже отварную карту мелко нарезал мелкими кубиками и добавил ее в гороховый суп. Варил гороховый суп, такой густой, вообще, можно сказать, как каша. И добавлял туда эту карту. Лиля, а папа, смотрите лук. Вот, какой классный. Еще чуть-чуть? Да-да. Хорошо. Ну, обратите внимание, да, убрали практически весь жир. Кишечник сам по себе, вот он довольно, очень жирный даже. И убрали весь жир, и остался чисто один белок. Это полезнейшая еда. Я бы вот таким спортсменов кормил. Это прям туда добавь витамины. А какой-нибудь, что витамины, какие добавить сюда, к этому блюду? А, Лиляпа? Можно с овощами. С овощами тоже можно. То есть взять, например, можно взять болгарский перец, можно помидоры порезать. Можно их поставить рядом. Да. Я бы, например, такую еду ел непременно со свежими овощами, но лук пожарился. Это просто загляденье. Посмотри, какой лук. Да. А? Ай-яй. А? Да. Золото, а не Лаврушку лук. положи. Где лаврушка? Лаврушку надо, положу. Давайте. Все. Что, взять и так вот все высыпать. Значит, ну вот это все влажное. И сейчас, раз лук покраснел, значит, температура масла и лука уже вот 150 градусов. Но мы сейчас кладем сюда все влажное, и вот она берет руками, остывшее. Поэтому лук уже не сгорит. Теперь он уже не сгорит. Теперь он уже перемешан и облокачивается на прохладненькие такие, значит, кусочки карты. Не буду называть это кишечник. Слово кишечник невкусное. Слово карта очень вкусное. И теперь этот лук вместе с картой. Либо лук, если бы здесь было сырое мясо. Да, можно жарить сколько угодно. Он уже не будет изменять свой цвет. До тех пор, пока не покраснеет мясо. А мясо покраснеет, либо вот карта покраснеет только тогда, когда высохнет, когда из нее влага выйдет. Но кто в здравом уме будет поступать так? Кто будет портить этот замечательный продукт? Его надо просто обжарить. Кстати говоря, надо почаще здесь перемешивать, потому что белок выделяется сюда вот на дно сковородки. И белок работает как клей, как куриный белок. Вот, понимаете, вместо клея можно использовать. Белок выделяется, нагревается, подсыхает и тут же пригорает. Поэтому перемешивать надо почаще. Хотите, можно перемешивать методом встряхивания для того, чтобы луковые вот эти кольца остались все-таки целыми. Я не знаю, какими они получатся. Лавровый листик прямо сюда. А когда варили, мало что ли было? Добавляли же лавровый лист, нет? Добавляли. Но в масле это другое дело. Сейчас он разойдется, совсем с маслом по-другому поцелуется лавровый лист. И все это запахнет волшебным Средиземноморьем, Кавказом. А, знаете, если еще потоньше нарезать, можно сказать, что это морепродукты какие-нибудь. Кальмары. Кальмары, можно сказать, правильно. А что, похоже? Хватит жарить, все, уже готово. Да, все, вот этим сейчас.
Дорогие друзья, во-первых, мои книги всегда можно купить на сайте stalih.ru. Мы их отлично упаковываем, доставляем, и при желании покупателям я могу поставить какой-то личный автограф. Но еще мои книги можно купить на сайте megamarket.ru. Я внизу дам ссылку обязательно. Почему удобно покупать на сайте Мегамаркет? Во-первых, там сейчас проходит колоссальная акция. 31% кэшбэка. Что это означает? Вы покупаете вот эту шикарную книгу «Плов», либо вот эту шикарную книгу «Казан» за 3950 рублей, а вам начисляется кэшбэк 1225 рублей. Понимаете? Ну, вот посмотрите, просто шикарно. 543 рубля за недорогую книжку «Мангал». Недорогая, но очень полезная. И так далее. Книжка Stalih Видеобук никогда не продавалась ни в каких маркетплейсах, а теперь продается на сайте Мегамаркета. И кэшбэк 1178 рублей. Но это еще не все. Некоторые люди ухитряются покупать мои книги. Знаете, за сколько? Вот посмотрите. Человек купил книжку «Мангал» и заплатил всего лишь навсего 18 рублей. Кто-то купил книжку «Плов» и заплатил 40 рублей. Но вот эти люди, вот они уже получили, доставлено покупателям, здесь написано, вот эти книги уже получили люди. «Счастье кулинара», Stalih Видеобук, «Плов. Кулинарные исследования». Они заплатили, знаете, сколько? 0 рублей. Каким образом? Если вы пользуетесь карточками Сбера, то там начисляются особые бонусы. Сбер спасибо. И многие не знают, как их потратить. Значит, заходите на сайт Мегамаркета, ищите кулинарные книги Сталика Ханкишиева. Потом я вас отдельно хочу попросить. Значит, вот здесь есть возможность выбрать среди продавцов. Выбирайте Stalih Ханкишиев. Значит, почему это необходимо сделать? Дело в том, что очень многие какие-то магазины продолжают торговать моими книгами, но это остатки книг, которые кочевали со склада на склад и неизвестно в каком состоянии. У меня книжечки новые, отлично упакованные, вы получите и будете очень рады. Итак, по Сбер спасибо можно получить даже бесплатно, либо заплатить столько, сколько вам удобно. Можно получить огромный кэшбэк 31%. И кроме того, шикарный выбор для подарка, да и просто для себя любимого. Масло пусть стекает. Чтобы масло стекало, да? Да. Без масла забираем, Останови, да? Ребята, это еда настоящая. Это еда, которой наши предки наслаждались, И может быть, 500 лет благодаря назад, этому живы и остались. 1000 лет назад. И те люди, кто выращивали скотину, да, кто там пас коней, баранов или коров, резали скотину, ничего не оставалось. Только навоз выбрасывали. А все остальное люди умели готовить, приготовить вкусно и потом еще и съесть. Сегодня у нас как раз такое блюдо, которое вот просто будет хватит. Уже не видно ничего. Уже ничего не видно, там все хватит. Такое блюдо, которое так надо на руки поднять и сказать вот нашим зрителям, вот они вон там сидят, улыбаются, облизываются, тоже хотят карта. Так что ашларыгыз там лебылсын.